можно детям предлагать игры для того, чтобы дети учились узнавать эти звуки. То есть, например, ребенку предлагаем закрыть глаза, но дети, конечно, хитрят, закроет, а потом подглядывает, что там эта самая мама или папа или бабушка, дедушка делают. То есть можно прямо, если дети не боятся, то предлагать лентой закрывать глаза и различные неречевые звуки брать для того, чтобы играть с ребенком. То есть берете, мнете, например, бумагу, спрашиваете, какой это звук. Дети определяют, например, что это, например, бумага. Дальше, например, берете, например, трещотку. Сейчас возьмем правильно ее. Спрашиваете, какой звук? Ребенок должен определить, что это трещотка гремит, потому что это его игрушка, это он знает, что она у него дома существует. Далее, например, берете какую-то емкость, в которой тоже вот пробка лежит, например, гремите, спрашиваете, что это? Ну, ребенок должен определить, что это в шарике или в чем-то находится, в общем-то, пробка, которая гремит. Тогда вы начинаете разные вариации делать. Например, взяли емкость, ну вот в данном случае матрешка. Спрашиваете, как ты думаешь, сколько там лежит шариков? Ребенок должен подумать, сколько здесь лежит шариков, сколько здесь лежит шариков. И гипотетически он должен вычислить, где тише звук, а где громче звук. То есть это вот получается игра для того, чтобы мы развивали фонематический слух и восприятие, связанный с тем, чтобы ребенок услышал частоту звука и высоту звука, насколько громче или насколько тише у нас звучит какой-то звук. Далее, например, то есть игра очень простая, для которой не нужно никаких игрушек. То есть взрослый предлагает, хлопая, детям определить, сколько раз, в общем-то, прозвучал хлопок. Например, а ребенок должен отвернуться и не видеть движение рук взрослого. 1 раз, 2 раза, 1 раз, 3 раза. То есть ребенок считает, то есть ребенок дошкольного возраста, в общем-то, даже младшего дошкольного возраста, до 3 это точно уже может считать, среднего дошкольного возраста до 5, до 10. И вот с хлопками можно вот таким вот образом играть. Далее, друзья, можно работать с голосами животных. То есть вы берете голос какого-то животного или сами воспроизводите, или берете игрушку и ребенку не показываете какую. Вот в данном случае свинья у нас. То есть вот тоже, в общем-то, неречевой звук, и ребенок должен определить, что это, например, свинка, например, хрюкает. Итак, можете с голосами животных играть. После того, как ребенок освоил, научился воспринимать неречевые звуки, мы переходим к развлечению звуков речи по тембру, силе и высоте. Здесь немножко уже сложнее. То есть, например, мы берем фигурки, берем какую-то емкость, ну вот в данном случае пакет у меня прозрачный, но лучше, чтобы это был непрозрачный пакет. И туда складываем мы вот карточки различные. Кинули карточки и работаем с громкими и тихими звуками. Вот, например, вы достаете карточку, не показываете ребенку и сами знаете, что там находится, например, кошка. И говорите, это взрослое животное, картинка, взрослые кошки. И воспроизводите звук, например, мяу. Вот. Ребенок должен определить, кто это, и взрослое это животное или котенок. Далее берете следующую карточку, вы знаете, что это котенок, вы ее тоже убираете. Мяу! И ребенок должен определить, котенок это или взрослое животное, то есть кот это или кошка. И когда ребенок определил, ну, в данном случае они вкладываются друг в друга, то есть вот, пожалуйста, семья. Мама, ребенок, кошка, котенок. Вот таким образом можно работать.